Добрый день всем посетителям моего канала на ютубе. Сегодня, как обычно, хочу рассказать о двух новых флейтах. Давно ничего не рассказывал. Вот сегодня вот такая вот флейта. Называется она «Золотая осень». И я вот решил прямо на флейте написать название флейты. Она инкрустирована разными камнями разного цвета. Я подобрал, как у осени. Красный, еще зеленый цвета попадаются. Вот. Также и на флейте. Вот такой у нее, как обычно, я люблю природный вид. Все вот эти вот цвета, которые остались под корой, в данном случае это материал клен. Вот эти все цвета, я их оставил, не стал наждачкой стирать, потому что они действительно дают такой прям очень-очень красивый цвет. И человек, который приобретет эту флейту, не только будет интересно звук этой флейты, ну и вот, в общем-то, можно ее изучать с точки зрения, как вообще природа может рисовать, как она вообще создает вот эти вот красивые орнаменты, дизайны. Я никакими красками не смогу это подобное повторить. Такое может повторить только природа. Поэтому все, что мне остается в моей деятельности сделать, это подчеркнуть красоту природы, это подчеркнуть ее художество всего-навсего. И тут вот такой дизайн и выходит. Ну, а что мне остается? Мне остается наладить свисток, технически сделать правильные параметры, и будет красивый звук. Каждой флейте я придумываю какие-то наигрыши перед тем, как показать ее, отправить или просто. Вот. Эта флейта продается. Что тут еще можно про нее рассказать? Как обычно, я сделал большую предварительную камеру. И что впоследствии и собираюсь сделать. Нравится мне то, что большой объем предварительной камеры реально сглаживает все неровности дыхания. Вот этот важный аспект, который в других флейтах не присутствует. Там сразу идет свисток, прям дуешь свисток, вылетает звук. Даже есть похожего рода флейты, где такой же свисток, но вот прям сразу вот здесь вот стоит дувалочка. И смягчение звука происходит за счет профессионализма дыхания самого играющего, самого музыканта. Ну а вот такая предварительная камера позволяет начинающему музыканту, скажем так, уже будем называть начинающему музыканту, сгладить все неровности дыхания. Потому что зачастую, как получается, когда человек начинает играть, то что он слышит? Он слышит, что что-то неровно получается. Бог с ним, там еще дырочки как-то поставить он может.
А вот с дыханием этот вопрос решается не так быстро. Почему? Потому что наше дыхание – это показатель нашей ровности, это показатель нашей уравновешенности, это показатель то, как мы наладили себя изнутри, нашу внутреннюю атмосферу, гладкая ли она, плавная ли она, или она такая вот вся трясущаяся, дерганая. То есть вот это все видно через дыхание. Поэтому в своих работах мне хочется максимально сгладить этот эффект для того, чтобы люди, начинающие, услышали свой звук красиво, по возможности, насколько это возможно сделать в данной флейте. Ну, опять же, повторюсь, работа при покупке флейты, ваша работа, естественно, нужна. Вам нужно тренировать плавность дыхания. И через это, естественно, у вас будет происходить гармонизация нервной системы через дыхание, вот, через выравнивание ритмов. Опять же, что помогает это делать музыкально. Музыка, она подразумевает четкие ритмы, либо они плавно затухают, либо они плавно возрастают, но тем не менее все в музыке плавно. Вот. И тем и полезна флейта и все духовые инструменты. Ну, это все, что касаемо этой флейты. Вот еще могу сказать про блок. Блок здесь сделан из материала груша. Вот. Ну и как обычно еще скажу, что здесь дыхание достаточно легкое. Можно играть как тихо, так и громко. Можно отследить динамику. Этим и отличается флейта профессионально тем, что есть динамика. Я уже много раз говорил, что у хороших флейт, чем лучше флейта, тем больше диапазон. Возможности в том плане, что на ней можно сделать интонацию, акцент, выразить свою эмоциональную систему. Вот обратите внимание, если мастер, который делает флейты, позволяет вам показать диапазон, потому что, по сути, для чего мы берем музыкальные инструменты? Чтобы выразить себя. И у некоторых самовыражение, оно эмоциональное, оно требует создавать акценты, интонации, и где-то повысить, где-то понизить. И нам нужен инструмент с диапазоном, он нам нужен эмоциональным людям, которые хотят выразить себя через звук, выразить себя через музыку, сказать что-то звуком, мелодией. Нужен диапазон, для этого делается флейта с диапазоном, чтобы она могла играть тихо, громко, чтобы она могла играть разного плана стаккато, чтобы она могла где-то резко остановиться, где-то резко завестись. И вот эти возможности, на самом деле, их не так просто сделать. Это нюансы, это мелкие где-то миллиметры, которые нужно поймать где-то в свистке. И вот эти все окраски, все вот эти вот переходы, они как раз, если они есть, позволяют понять, что в свистке именно произошла хорошая работа, причем не 1, не 2 года экспериментов. Вот, и казалось бы, что там все просто, вот дырочка, вот щель, но там большая тайна. Очень много музыкантов, очень много мастеров начинающих делают, я выкладываю технические параметры.
Но потом куча вопросов возникает. Почему? Вот как раз эти нюансы. Потому что за счет нюансов, которые отточены годами, как у профессиональных художников, какие-то штрихи, как у профессиональных танцоров, какие-то движения, как у профессиональных музыкантов, какие-то мелодические такие вот рисунки, зарисовочки, так и у мастера отточено каждое движение вплоть до микрона в свистке. Кроме того, что еще параметры соотношений, здесь нужно знать толщины, длины, диаметра. Вот еще вот эти вот моменты, которые впоследствии могут сыграть решающую роль выбора инструмента какого-нибудь профессионального музыканта. Вот к чему я, в принципе, и стремлюсь, о чем и говорю, в каждом видео буду про это говорить, для того, чтобы люди стремились все-таки к профессионализму. Несмотря на то, что это может сделать, то есть начинающий купить хороший инструмент, и он будет способствовать развитию самого музыканта. Ну и сегодня еще хочу рассказать вот про такую большую флейту. Флейта-медведь. И здесь у него такой тотем медведь. Медведь сделан из абрикосового дерева. В данном случае эта флейта уже продана, она уже оплачена. Буквально через час-другой придет курьер и увезет эту флейту заказчику в Москву. Вот. Но тем не менее, я почему ее показываю и продемонстрирую, потому что готовится еще одна флейта, у нее еще нету блока, корпус уже готов. Вот эта вот флейта, в принципе, уже имеет звук. Она была настроена с пробным блоком. Ну, пробный блок я потом убираю, делаю тотемный. Вот. И поэтому она получает уже душу, название, душу. И, скажем так, характер звука может поменяться в ту или иную сторону, в зависимости от блока. Потому что тут тоже есть очень маленькие микроны в плане угла, в плане ширины вот этих всех мест. Но это, опять же, все эти нюансы, которые я говорю, будут интересны мастерам, которые будут делать флейты. Вот я в своем видео стараюсь охватить сразу два диапазона слушателей. Диапазон слушателей музыкантов, которые хотят приобрести, или просто начинающих, но опять же они музыканты. И тех людей, которые стремятся сделать. Они тоже, я думаю, что будут смотреть очень внимательно, с интересом, потому что философия свистка, о которой я буду не раз рассказывать, будет наводить их на мысль. Вот. Несмотря на то, что технические, опять же, характеристики всем известны, и я их тоже на своих видео выкладывал подробно, но, тем не менее, сделать хорошую флейту можно, осознав философию звука, философию свистка. И так, в принципе, во всем. Ну, я имею в виду не конкретно, надо звук знать, но есть некая философия. В боевых искусствах есть философия, в изобразительном искусстве, в том же, допустим, моменте, как построить дом, тоже своя философия есть. И вот как раз вот эта философия позволяет делать не просто технически правильно, а именно вложить душу в флейту. Ну и опять же перейдем к флейте, к ее звуку непосредственно, потому что внешний вид, в принципе, все вроде понятно. Сейчас еще скажу, что это материал ясень, очень прочный. А своим любимым движением я показываю, что реально он звучит, когда ударяешь по нему. Это говорит о том, что он не мягкий, прочный. Звук, соответственно, очень такой яркий, звонкий.
получилось. И вслед за ней будет подобная флейта. Если кто-то увидел в ней родственную душу для себя, вот, она готовится, значит, для него. И вот такие вот новости на сегодня из мастерской Дом звука. Ну вот все, что я хотел сказать, чем хотел поделиться. И, в общем, на этом заканчиваю свое приветствие. До свидания.